Всем привет, я Влад, вы на канале Divine Touch, и немногие ролевики на смартфон могут сравниться с серьезными проектами. Но все же приятно погрузиться в интересный мир в любой момент и отвлечься от скучной жизни. Поэтому я составил список лучших MMORPG на Android и iOS. Большинство из игр бесплатные и доступны уже сейчас по ссылке в описании. Ну а если вы еще не поставили лайк под это видео и не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать. World of Kings. Превосходная игра на Android или iOS сразу привлекает вниманием красочным и очень детализированным миром. Игру разработала компания Long Entertainment. Одна из уникальных особенностей – это количество персонажей. Здесь 4 игровые расы и 9 классов. Отличная музыка, визуальные эффекты, интересные персонажи. На первых уровнях игроки легко пользуются некоторыми элементами автоигры. Но чем сложнее становится игра, тем больше внимания приходится уделять персонажу. Из плюсов я бы хотел отметить красивую графику, интересный мир, персонажей и огромное количество заданий, как и ежедневных, так и еженедельных. Evil Lands – одна из самых популярных игр в жанре. Красивая графика, отличный детализированный мир, присутствуют все классические типы персонажей, поэтому у игрока есть неплохой выбор. В этой игре нет автобоя, что выделяет ее среди конкурентов. Также доступно несколько режимов игры. Первый – это кооператив. Здесь игрок прокачивает своего персонажа, выполняя различные задания. Для любителей сражений есть второй режим. В нем соперничают с другими игроками, сражаясь и побеждая. Из плюсов я бы хотел отметить прекрасную графику, функционал, отличные локации и то, что нет автобоя. Единственный недостаток этой игры – это плохая оптимизация. Albion Online – известная игра, объединившая все существующие платформы. Игра имеет свой сайт, с которого пользователи легко качают игру на свои устройства. Игрок заводит аккаунт, а затем играет с любого девайса, прокачивая своего персонажа. Здесь нет традиционных классов, поэтому у игрока есть возможность быть кем угодно. Любой пользователь найдет в этой игре занятия по вкусу, от выполнения заданий и сбора ресурсов до посадки огорода. Игра понравится также любителям классических хардкорных ММО. Из плюсов я могу выделить: это игра на любом устройстве, самостоятельное создание персонажа, нет автобоя и крафт, а также игра требует мощного железа. Rings of Oblivion. Классическая игра, в которой пользователям нужно бороться с монстрами. Для этого требуется объединиться с рейнджерами. В чем-то Rings of Oblivion напоминает Monster Hunter. Все столкновения с чудовищами происходят в реальном времени, поэтому игроки применяют все имеющиеся у них оружие. Деления на классов нет, персонажи прокачиваются после использования того или иного оружия, игра с открытым миром, красочным и хорошо проработанным. Графика в игре на уровне, так что вам будет приятно в нее играть. Из плюсов можно выделить открытый мир, игровые режимы, нет классового деления. Минусы игры – это однообразие, и игра требует хорошую производительность устройства. Perfect World Mobile. Бесплатная браузерная игра, которая совсем недавно перешла на смартфоны. Мир фэнтезийный, довольно классический. В первой половине игры новый пользователь создает своего персонажа, выбирает расу и класс. Затем начинается игровой процесс. Мир Perfect World Mobile занимает не менее 60 квадратных километров, поэтому персонажам есть где разгуляться. Они изучают местность, сражаются с противниками, выполняют различные задания. Во время процесса персонаж развивается и прокачивается. Плюсы этой игры – это проработанный мир, графика и крафт. Из минусов можно отметить: занимает много места и случаются баги. Alliance with Empire. Игра от Nexon Company, что уже говорит о хорошем качестве. В центре истории две противоборствующие фракции – Альянс и Империя. И поэтому игроки сначала выбирают, на чью сторону они встанут. Разница заключается в классах. У Империи это маг, воин, валькирия, а у Альянс это мастер клинка, лучница и титан. У каждого есть уникальные способности, поэтому битвы проходят захватывающие. А вот редактор персонажей посредственный. Геймерам есть где развернуться. Дуэли, арены, различные вторжения, войны и гильдийские бои. Также в игре есть автобой. Плюсы данной игры – это графика, количество персонажей, активности на любой вкус. Black Desert Mobile. Популярная RPG игра, которую многие помнят на ПК. Мобильная версия не потеряла ничего. Здесь все та же графика, крафт, рыбалка, продвинутый редактор персонажей и многое другое. Присутствуют полноценные осады, а также разные активности в открытых локациях. Есть также телепорты, поэтому не обязательно передвигаться пешком или на лошади. Отдельными локациями являются дома. Чтобы попасть в жилище, нужны специальные навыки. Зато можно строить дома, используя различные опции для облегчения игрового процесса.
Из плюсов можно отметить шикарную графику, редактор персонажа, полный аналог компьютерной игры. Минусы — это нужно хорошее железо, нет поддержки русского языка. Legacy of Discord Fearing's Wings. Неплохая игра с качественной графикой и интересными персонажами. Разработчики предоставляют ее бесплатно. На выбор есть 3 класса героев: Берсерк, Мечник и Чародей. Легко скачать версию для телефона на русском языке. Ключевое место в игровом процессе отдано под сражение. Игроки обучаются, чтобы впоследствии добиться эволюции своих персонажей. Одним из признаков таких эволюций является получение крыльев. Классическая MMORPG с миссиями, сражениями и улучшениями боевых возможностей. Плюсы — это неплохая графика, различные режимы, увлекательные способности персонажей и есть поддержка русского языка. Из минусов, которые отметили игроки, это баги. Godos Primal Chaos. Эта игра понравится всем желающим спасти мир от жестокого тирана. Красивая графика, хорошо проработанный мир, приятные герои. Один отправляется в прошлое, чтобы изменить мир. Он оказывается в гуще сражений с монстрами, боссами и прислужниками зла. Чтобы спасти мир, нужно пройти немало квестов. Персонажи 3-го класса. Воин, упырь, заклинатель. И у каждого есть уникальные способности. Заклинатель незаменим для длительных атак. У воина отличная физическая подготовка, а упырь самый сильный персонаж игры. Из плюсов можно отметить классный мир, простое управление, разные режимы боев. Минусы — это очень сложно играть без доната. The Elder Scrolls Blooders. Интересная игра, в которой есть все то, что любят современные геймеры. Это и драконы, и борьба с монстрами, и также спасение мира. Локации закрыты, на поручение персонажа отправляют через меню. Основная тема The Elder Scrolls Blooders — восстановление разрушенного города. Этим большую часть времени занимаются игроки, успевая убивать пару гоблинов и выполнять поручения мирных жителей. Есть вылазки в подземелья, бои постепенно усложняются. Игра требует доната, что не очень круто для современных игр. Из плюсов можно отметить неплохой мир, графику, разные квесты. Минусы — это однотипные персонажи, высокие цены внутри приложения. Можно сделать неплохой вывод, что игра не лучше во вселенной TES. Вот такая десятка неплохих MMORPG игр у меня получилась. Не забывай поставить лайк и подписаться на канал, если тебе понравился этот ролик, а также в комментариях пиши игры, в которые ты играешь. А также я бы хотел услышать от тебя, какой бы топ ты хотел увидеть у меня на канале. Ну а меня зовут Влад, спасибо за просмотр, удачи и пока.